Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную всероссийскому конкурсу «Смиротворец-2010». Этот конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации, темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития. Уважаемые друзья, уже в третий раз проходит этот всероссийский конкурс «Смиротворец» с таким благородным названием и очень благородными целями. Изначально мы ставили себе задачу формирования условий, в которых современная журналистика, современные журналисты могли бы позитивно писать о такой тонкой и деликатной теме, как межэтнические отношения, как отношения людей разных национальностей, различных религий. Писать о том культурном многообразии, которое есть в Российской Федерации, интересно, занимательно и в то же время неконфликтно. Бытует мнение, и мы столкнулись с таким стереотипным восприятием темы межэтнической журналистики в сознании современных журналистов, что межэтническая тема тогда интересна, когда она конфликтна. И этим объяснялось очень часто такое часто провокативное описание каких-то ситуаций, связанных с этнической тематикой, этнокультурной тематикой. А в то же время считалось, что некое позитивное представление культурного многообразия, которое есть в России, это что-то из области дидактики, из области скорее этнографии, чем современной журналистики. И мы начали работать совместно с гильдией межэтнической журналистики. Это была, в общем, идея гильдии проведения такого всероссийского конкурса. Совместно с информационными партнерами мы объединились вот таким пулом изданий, которые работают в разных сферах: информационной, медийной, в сфере радио. Мы объединились с тем, чтобы сформировать такую площадку для обмена, как на Западе говорят, best-практиками, да, лучшими практиками освещения этой сложной и деликатной темы. Причем в разных совершенно медиа, и в радио, и на телевидении, и в печатных СМИ, полагая, конечно, что возможности федеральных и региональных средств массовой информации выше, чем возможности этнических СМИ, мы разделили этнические и федеральные региональные СМИ на различные категории и оцениваем возможности и достижения этих средств массовой информации. Мы должны признаться, с удовлетворением признать, что рост внимания со стороны средств массовой информации к этому конкурсу растет. 2008 год был стартовый, уже в 2009 году 301 средство массовой информации участвовало в нашем конкурсе, из них 98 этнических СМИ, а в этом году уже 360 средств массовой информации, из них 178 средств этнических сообществ России. И еще, что мы фиксируем, например, за первый год существования этого конкурса в 1,8 раз выросло число позитивных публикаций по межэтнической тематике. Это очень тоже важный барометр и сигнал. Министерство регионального развития очень большое внимание уделяет информационной кампании, которую мы проводим. И этот конкурс – это часть информационной кампании, которая проходит под лозунгом «Народов много, страна одна». И там, я думаю, что у нас еще будет возможность сказать об этом. И с своей стороны считаю, что этот конкурс – это очень удачный опыт, который министерство будет поддерживать и в дальнейшем. Конкурс имеет достаточно сложную конструкцию, потому что сама тема, она диктует вот эту сложность. Сложно оценивать федеральные большие, допустим, там работу Первого канала, работу ВГТРК и работу небольших телекомпаний, региональных, даже городских.
Но, тем не менее, это делать нужно, и мы поэтому специально их развели в разные категории. Этнические СМИ отдельно, и мы теперь говорим еще и локальные. Почему с этого года локальные? Мы увидели, что появились заявки от очень небольших изданий, от маленьких региональных, но, тем не менее, эти локальные СМИ, они тоже оказывают огромное влияние на ситуацию в своем регионе, и мы не можем их игнорировать. Но как их сравнивать? Можно ли их сравнивать с той же «Российской газетой», с аргументами и фактами, с аргументами недели? Конечно, сложно. Поэтому вот эта сложная структура конкурса, она предполагает поэтому два жюри. Первое жюри работало вчера до поздней ночи, оно отсматривало как раз вот эту этническую локальную часть. И второе жюри, оно будет работать до конца этой недели. И это уже будут определены победители в федеральной и региональной части. Ну вот, в общем, такая сложная, непростая структура. В этом году у нас впервые появился такой окружной этап, дальневосточный. Мы взяли самый дальний наш округ федеральный, и в этом округе как раз провели дальневосточный этап. Очень интересные работы, очень любопытно было увидеть журналистов. Мы их собрали заранее, и более того, другая часть конкурса предполагала еще и обучение. Мы столкнулись с чем? С тем, что есть много людей, которые хотят заниматься этнической журналистикой, но вы ведь знаете, что порядка 60% людей, которые сейчас работают в российской журналистике, не имеют профильного образования. Это имеет как свои плюсы, так и свои минусы. То есть есть какие-то элементарные, может быть, современные профессиональные навыки, которые помогли бы делать им свою работу более качественно, а значит, быть более конкурентоспособными. Коль уж есть желание и такой душевный порыв работать с этой непростой этнической тематикой. Вот, собственно, для того, чтобы компенсировать вот эти профессиональные такие пробелы, мы и делали, уже в 4 провели федеральных округах в рамках конкурса, то есть это тоже структура конкурса, она такая сложная, непростая, не просто конкурс церемонии, а еще и обучение проходило, очень интенсивное 3-дневное обучение, после которого, например, какие-то были моменты, которые меня очень радовали. Некоторые этнические СМИ не выдерживают конкуренции, закрываются, они не могут найти источник финансирования, не могут найти какие-то свои, свою такую нишу, в которой бы себя комфортно чувствовали. Так вот, после того, как они обучаются фандрайзингу, обучаются современным мультимедийным каким-то методам АЗА, мультимедийной журналистики, подходили, говорили: все, я теперь знаю, как открыть обратно, как говорили, открыть, да, допустим, Саамское радио. В некоторых регионах говорили: мы теперь знаем, как нам вновь открыть этническую страничку в районной газете. Мы теперь понимаем, как это можно сделать. Вот это очень важный результат тоже конкурса. Обучение и создание некого сообщества журналистов, которые помогают друг другу, которые поддерживают друг друга и делятся профессиональными навыками. Мы вообще в идеале хотели бы, чтобы в каждом федеральном округе проходили такие этапы, и потом уже победители федеральных округов соревновались уже за право, так сказать, за вот это наше золотое солнце с миротворцев.